Доброго времени суток вам, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Юлия, и сегодня в этом видео я буду делиться своими впечатлениями о прошедшем позавчера, 24 ноября, концерте Димаша Кудайбергена, нашего любимейшего артиста на этом канале. Ну что ж, первый мандраж, первые эмоции немножко улеглись. Вчера я не могла собраться, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями. Но вот сегодня выкроила время, собралась и попробую вам рассказать об этом чуде. О самом концерте, мои впечатления общие, и об этом мгновении незабываемом, об этом чуде, магии, которая со мной произошла на концерте. Собственно, моя мечта сбылась. Спела я хоть пару строчек, но вместе с Димашем в микрофон, рядом с ним, глядя глаза в глаза. Это было очень трогательно. И, возможно, моя речь будет сбивчивая. Я, может быть, что-то забуду, хотя тут себе я сценарий никогда не пишу, но набросала слегка, что говорить. Могу что-то забыть, могу что-то повторить 10 раз, потому что как только начинаю вспоминать о концерте, сердце начинает вот так вот стучать, мысли начинают путаться. В общем, своими словами о концерте. В Дюссельдорфе я была 3-й раз. 1-й раз на юбилее Игоря Крутого. Димаш там исполнил несколько песен в качестве гостя. Также я была на сольном концерте. И вот позавчера тоже посчастливилось мне побывать на сольном концерте. И я очень-очень растрогана. Я прежде всего хочу поблагодарить одну Диар, мою очень любимую подругу уже, хотя мы ни разу не виделись в реальной жизни. Я не буду называть ее имя. Если захочешь, моя дорогая, ты в комментариях проявись. Вот. Дело в том, что она подарила мне билет. Грустно было то, что она должна была приехать на этот концерт в первый ряд, увидеться со мной, побывать у меня в гостях, вместе поехать на концерт, если получится, или просто хотя бы вместе пообщаться у меня дома, посмотреть в Бельгии что-нибудь красивое. Но по определенным обстоятельствам не получилось у нее приехать. И такой шикарный, роскошный, дорогой во всех смыслах и ценный подарок она сделала мне. У меня очень теплые от этого эмоции и чувства. Вот. Я надела тот же наряд, в котором я была на концерте, специально, чтобы войти в атмосферу. И концерт был потрясающий. Дирс, которые сидели рядом со мной тоже, подружки уже боевые Дирс, сказали, что это лучший концерт из всех, которые они видели. То, что это было еще мощнее, чем в Праге. В Праге старались следить по эфирам. И уже казалось, дальше некуда. Но в Дюссельдорфе произошло нечто абсолютно потрясающее. Димаш был заряжен, на 1000%. Это вот эту бы энергию, вместо каких-то ядерных, по миру, вот такую энергию надо распространять. Что он и делает, успешно с этим справляется. Энергия сшибала через экран. Где разделились, что по прямым эфирам, по фанкамам уже, которые начали просачиваться в мир, уже было ощущение присутствия на концерте, даже у тех, у кого там не было. Но те, кто был там, и я сидела впервые в первом ряду, в прошлый раз я сидела во 2-м, тоже очень близко, довольно и хорошо, но здесь это были самые роскошные места, прямо напротив Димаша. И
наблюдали мы во всей красе. И потрясающий живой звук. Очень хороший звук, очень хорошие... все хорошее все. Я просто не знаю, какие эпитеты, какие хвалебные применять еще на моем канале. Уже с каких только... Уже человеческого языка никакого не хватает, чтобы это все описывать. Еще более возмужавший. И еще более опытный, ходя куда можно. Еще более чуткий. Диапазон... Даже не просто вокальный, а диапазон его подхода от этого нежного шепота или глубочайшего вот такого баса в начале вот новой песни этой рокерской. Так сексуально, так хватает за душу. И проходя по всем его регистрам до самых высоких, это бесконечное путешествие какое-то эмоциональное. Не каждый выдержит. А как у меня там сердце не выскочило, когда уже я к нему подошла, это уже отдельный разговор. И прекрасно было все. Все, что было спето по-новому, это все было прекрасно. Он очень много улыбался, он очень много заигрывал с публикой, он шутил. Он так улыбался, он был такой счастливый. Не на всех концертах он такой. Бывает, к сожалению, да, у человека где-то ниже заряд энергии немножечко, где-то он вот приболевший, да, выступает. Но вот очень часто в Китае мы его наблюдаем таким абсолютно счастливым. И вот он был счастливый, он был игривый, он наслаждался, как и мы, этим концертом. Он был внимателен к публике. Каждому, кто подносил цветы, эту девочку Габриэлу вытащил собственноручно на сцену и так восхищенно смотрел. И вот это вот его доброта, чуткость к зрителю и любовь к своим песням, к тому, что он делает. Поздравил Игоря Крутого с прошедшим юбилеем. Позвал папу на сцену. Конечно же, поблагодарил каждого из музыкантов. Устроили импровизацию, как всегда. Каждому музыканту выделились несколько минуток, чтобы они проявились. И все хлопали. И, в общем, было безумно весело. Я какие-то вставки из концерта обязательно вставлю. Я сегодня в новом видеоредакторе буду работать. Я еще его не знаю. Но я сделаю максимально, как смогу. Песни целиком я не снимала, концерт целиком я не снимала. Мне очень хотелось быть в качестве зрителя, не блогера, насладиться вот как раньше, в былые времена, просто глядя на сцену и внимая, впитывая. Ну, конечно, я не удержалась, какие-то моменты снимала, особенно вставлю вот то, что между вот такое, знаете, не песня целиком, потому что уже фанкамов предостаточно, и потом все-таки подождем официальную, да, версию, уже такую обработанную, почищенную, все красиво, все профессионально. И из уважения к Димашу и к просьбе команды вот, целиком песни я не снимала. Была просьба не больше минуты. Поэтому я вот просто какие-то отрывки вот так для себя, для группы, в которой я сижу в чате Диарс. Кстати, пупсики, люблю вас, обожаю, спасибо за поддержку. Так, сейчас хочу вам зачитать. Такой текст мне прислали Дир Раиса из Евразийского фан-клуба. Она описала свое мнение, свое впечатление от концерта и настолько она это сделала хорошо, литературно и красиво. Вот я вам тоже хочу зачитать фрагментом, я все не буду. Но что сотворил Димаш в Дюссельдорфе? Если в Праге первая стоячая овация была на третьей песне, то тут он поднял зал уже после «Голден». Буквально. На ноги, как на Сингере после первого же выступления. Зал не надо было раскачивать вообще. Не понадобились даже усилия китайских диарс, которые, по моему небольшому опыту, своими криками заводят зрителей почти как прекрасный Димаш на сцене. Димаш снова был расслаблен, мил, горяч, очарователен, дерзок, обаятелен. Он был хулиганом и сорванцом, пророком и хранителем, волшебником был. Он был сама нежность, страсть и любовь. Он был искусством, и в таком голосе, что еще раз охрипли выжившие после предыдущих концертов соловьи. Музыкой был и словами, идущими от сердца, душой, поцелуями и улыбкой. Димаш улыбался весь концерт,
пел, улыбаясь, говорил, улыбаясь, делал селфи с улыбкой, принимал аплодисменты, улыбаясь. С улыбкой вышел из-под контроля. Ой, извините. С улыбкой поднимал зал танцевать, допевать и перепевать с ним все, что хотелось ему самому. Он делал с залом, что хотел. Один лишь раз этот податливый, сговорчивый, благодарный зал вышел из-под контроля, когда после истории одного неба стоячая овация длилась несколько минут. Димаш был впечатлен, смущен и растроган. Он впервые не находил слов, а прижав руку к груди, только повторял «Thank you very much, thank you, thank you». И с его лица не сходила божественная счастливая улыбка. Зал утопил Димаша в аплодисментах и любви. «We need to continue», — наконец сказал он, и непослушные зрители позволили себя уговорить. Среди португальской, испанской и английской речи, что окружало меня весь концерт, после «Истории одного неба» я услышала единственную фразу на русском. Ее сказал мужчина лет 35, от силы 40. Он пип, гений. Немножко нецензурно, но так точно описывает. Повторять не буду. В общем, вот так мне захотелось это прочитать. И, собственно, сейчас перехожу к моменту истины моей, который со мной произошел. Сейчас переведу дух. В общем, как вы можете предполагать, моей мечтой было снять селфи с Димашем, взять автограф лично, хоть обменяться парой слов. И в великом каком-то вообще даже самом-самом горячем бреду я, конечно, представляла и мечтала, но в это не верила, с ним спеть. Ну, про выйти на сцену я, честно говоря, даже в смелых мечтах не мечтала, потому что я певица, не профессионально, и уровень у меня совершенно недостаточный для того, чтобы выйти на сцену. Это понятно всем. Но спеть вот так вот, хотя бы строчку, конечно, я мечтала. И не только я, мои очень хорошие друзья, Дир, которые меня любят, поддерживают, верят в меня и вместе со мной мечтали, тоже этого хотели. И, в общем, сидя в первом ряду, это, конечно, было сделать легче, чем сидя на каких-то других местах подальше. И вот, уловив момент, забыв предупредить Дир, которая со мной рядом сидела, и она, когда вручала цветы, она меня попросила ее снять заранее, сказала, когда пойдет. И я ей сказала, что тоже я предупрежу, и чтобы она меня сняла. Я думала пойти на «Махаббат Бермаган», потому что я знаю слова, это моя, пожалуй, любимая песня, я ее очень-очень люблю, и она не такая сложная, если хочется подпевать, да, исполнять. Я ее, в общем, худо-бедно петь умею, и вот чтобы не опозориться, думаю, вдруг вот действительно попою, там что-то слышно будет в микрофон, пойду на «Махаббат Бермаган». И тут Умут Алмаскун спел куплеты, поет припевы и уже протягивает микрофон в зал. Ну, народ, понимаете, в 2 метрах от меня я знаю слова, я пою, и вдруг неведомая сила просто поднимает меня без моего решения, то есть это не было какое-то осознанное решение, просто, ну, может, какие-то доли секунды, или сейчас, или никогда, охраны нет. Пока меня поймают, я успею. И вот я с этими цветами резко рванула к Димашу, подарила цветы, и он увидел, что я пою слова. Я не знаю, знает ли он меня, когда-нибудь видел. Есть запись, где папа Канат меня снимает на этой же песне во 2 ряду.
близко и выставил меня в Инстаграме, как я пою с залом. И там довольно крупно я снимала папу Каната, он снимал меня. Не знаю, видел ли Димаш хоть одно из моих видео, видел ли он это в прошлый раз, что я пела там все слова. Не знаю. Но я рванула и пела, как могла, ему в глаза смотря, припев. И вот тут он, взяв цветы, берет меня за руку. Я от неожиданности, конечно... Но не было меня, люди в комментариях спрашивают, как ты не упала в обморок, почему сердечный приступ не случился, я бы превратилась в желе. И, в общем, я бы там слова не смогла бы вымолвить. Столько комментариев вот под видео, которые уже разлетелись по интернету. Мне как-то некогда было в шок впадать. То есть он, наверное, был, но я просто пела, и он взял меня за руку, я продолжала петь. И когда он увидел, что я пою, и вот он «Пай-пай шеркен умыталмыс кун» пропел, и когда он кун пошел вниз, там в первой строчке вниз идется, а я взяла и пошла вверх, как во второй строчке, и вместе это как-то сгармонировало. В зал это не слышно. Но он, вот этот момент, сейчас вы увидите, он поет кун, и он слышит, что я пою другую ноту, но он понимает, что я немножко шарю, что следующую строчку я спою правильно. И он так, теперь ты, протягивает мне микрофон, и, собственно, я пою, и когда я закончила, он поцеловал мне руку, и я просто покраснела. Только тут до меня дошло, что я перед всем залом это, и он смотрел на меня очень нежно, с большой благодарностью, вот как он умеет, в общем, на видео вы все увидите. И я очень боялась, я подошла, вернулась к девчонкам, там спросила, не налажала ли я, не дрожал ли голос, не фальшивила ли, вроде как нет. Потом переслушала. Конечно, я могу лучше спеть этот момент, но я старалась поосторожней, чтобы... Зачем мне это показывать там во всю мощь, да, кричать? Песня нежная, момент нежный. Я просто хотелось... Вот ничего мне не хотелось, оно само пелось. И спасибо огромное, Димаш, тебе спасибо за то, что мало кто из певцов способен сохранять такую связь и такую отдачу. Показывает, да, что он очень-очень ценит своих диерс. Это, конечно, безусловно, безумно приятно. Также получила я подарки от одной из диер. Золото, спасибо тебе большое. Это замечательные украшения. Я вот их, не знаю, видно, сегодня надела. И тут уже подарки. В общем, вчера я не могла собраться, чтобы записывать видео, потому что у меня эти выходные, и Прага концерт смотрела хоть из дома, потом вот этот концерт в Дюссельдорфе, то, что Димаш меня, как пригласил, да, спеть эту строчку, тут еще подарки получила. У меня чувства переполняют, у меня ощущение, что у меня был самый крупный день рождения, какой-то праздник, какой-то великий юбилей в моей жизни состоялся. У меня праздник состоялся покруче, чем юбилей Игоря Крутого. Настолько я себя чувствую еще с подарочками, и столько внимания от тех, с кем я общаюсь, столько радости за меня. Со мной делят радость эту. Не зависть я увидела похвалы. И кто-то и писал, ой, мы как завидуем, какая счастливица, как тебе повезло. Это такая белая зависть такая. Просто люди тоже, конечно, бы хотели на моем месте оказаться. Вот. И много лет уже люблю Димаша, да, как могу, успеваю, снимаю видео и пою, вот последнее время мало, но, как некоторые сказали, Юлечка заслужила, она не просто вот выскочила, ей просто повезло. Это надо было набраться смелости еще такой, рвануть. Потом охранники там, один охранник был очень злой, и прям грубо потом пихал, когда уже зал пошел в народ, Димаш пошел в народ, пихал женщин прям очень грубо, и мы аж переглядывались. Ладно, этот негативный момент не будем обсуждать, но вот как-то я рада, что я решилась, рванула, и так встали звезды. И погода в этот день была чудесная, хоть ветрено, но было солнечно, и в дороге мы ехали из Бельгии, было очень солнечно. Спасибо моему мужу любимому, что
привез меня, сам с другом гуляли по Дюссельдорфу и дали мне возможность насладиться этим концертом, этим моментом. И, в общем, очень я благодарна Вселенной, благодарна судьбе за то, что так сложились все обстоятельства. Ну, опять-таки, жаль, что не попала эта Дер, которая мне подарила билет, но она искренне за меня счастлива, а я искренне счастлива, что Вселенная послала мне таких друзей и послала мне такой через нее подарок. Вот, я опять сейчас буду... Слезы подкатывают у меня просто, и надеюсь, не очень это было сбивчиво. Я просто боялась что-то не высказать. Еще много чего я могу сказать. Но вы же понимаете, сказать можно еще очень много, но самое главное, что это просто огромное счастье. Огромное счастье, огромная благодарность ко всему, к Димашу в первую очередь. Вот, дай бог ему долгих лет жизни. Очень-очень много лет жизни, еще много песен, много нам концертов. Всем желаю побывать на концерте, кто еще не был, и испытать такие эмоции, личную встречу, конечно. И это было незабываемо. Умытал Мускун, незабываемый день, unforgettable day, никогда не забуду. И буду питаться этими эмоциями еще очень-очень долго. Глядишь, когда-нибудь еще спою с ним что-нибудь. Но буду я уже закругляться. И видео, собственно, я вот сейчас посмотрю, куда я вставлю это видео, в начале или в конце. Ну, в общем, как могла, поделилась впечатлениями. Не хочу, у меня есть видео и фотографии, как очередь была, как выглядит сам концертный зал. Вот, ну... Не хочу этим утомлять. Мне очень хотелось именно в разговорном жанре поделиться с вами вот этими эмоциями. И благодарить вас, что, несмотря ни на что я редко выкладываю, вы меня поддерживаете, пишите. Я канал закрывать не собираюсь. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Вдруг в моей жизни еще что-то прекрасное произойдет подобного рода, и вы тогда не пропустите. Вот, извините, я тут не включала специальную лампу, я быстренько села, вот, чтобы не терять драгоценное время и не расплескать эмоции, чтобы они не стерлись. Но они, конечно, до конца жизни останутся со мной. Вот, если была многословна, тоже меня простите. Очень сильно сокращать не хотелось. Все, буду с вами прощаться. До новых встреч. More broadly,
Thank you very much. That's all, but I understand your feeling. You wanna just one more? Are you sure? No problem. Let's see. One more time. I'm scared of you. Why you all sing better than me?